Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Стрелец. Второй прогноз. Июнь-июль 2025 года. Судьбоносный шанс. Момент перехода между прошлым и будущим. Что идет, а что придет взамен? Давайте узнаем. И за счет планетарных добрых транзитов июня. Это у нас Юпитер оказывается в знаке зодиака Рак, причем на долгий период. Но именно июнь нам дает возможность пребывать в гармоничных энергиях и одновременно что-то оформлять, договариваться, согласовывать, помириться, если необходимо. И это не будет длиться вечно, потому что уже июль будет сопряжен с другим транзитом. Уран, планета инноваций, революционных решений, каких-то и неожиданностей, ломки шаблона, переходит в знак зодиака Близнецы, переходит на время, до ноября. Но это мы можем прочувствовать, когда словно неведомая сила заставляет нас принимать такие важные решения, даже если мы ничего подобного не планировали. Или, ломая стереотипы, заставляет измениться нас. И вот эти 2 месяца поистине могут стать судьбоносными. И у нас есть шанс многое изменить. Помним, что жизнь не бывает полностью предсказуема и порой напоминает игру в покер. Иногда приходится блефовать, но чаще выигрывать той картой, которая выпала. Какие карты выпадут? Давайте узнаем. У нас сегодня колода 78 дверей. Какие двери будут перед вами открыты, какие закрыты, каков ключ, где его взять, где найти или каким образом договориться. Давайте узнаем. Я же вас хочу пригласить на свой сайт. На нем есть и статьи по психологии, и астрологические гороскопы. Но мы идем вперед. Первые 3 карты энергии июня. События ближайшего будущего. Уже не за горами июнь. Мы практически на пороге июня. И энергия июля. События отдаленного будущего. Ну так, чуть-чуть отдаленного. Потому что время летит, мчится. Тоже 3 карты. Соединим в один узор. К чему все идет, спросим и достанем 3 карты. Какая взаимосвязь для вас между событиями июня и событиями июля? К чему действительно? Все движется. Следующая карта. В какой сфере жизни или чего касается тот вопрос, когда придется принимать важные решения, делать в отношении чего? Так что же уйдет? Или пытается словно оттолкнуться, уйти из вашей жизни? И что придет взамен? Следующая карта будет называться у нас путешествие. Путешествие, перемещение. Самые разные. Одним словом, подвижность ваша. Ваши планы честолюбивые, ваши достижения, ваши проекты, мои дорогие. И последнюю карту, чего ждать дальше, что будет дальше, где-то с заходом на август. Итак, энергия июня. Ну, наверное, можно вообще дальше ничего не рассказывать. У вас выпадает карта Солнца, харизматичного лидера, король жезлов. Но есть одна вот такая, наверное, маленькая ложка дегтя в бочке с медом. Правда, добрые ведь карты, даже нечего сказать. Это как и ваши планы где-то могут быть, и ваши амбиции, то, что вы хотите осуществить. Вы будете, мои дорогие стрельцы, в центре внимания. И для вас палитра второй половины 2025 года, даже астрологически, особенно для кого это актуально, интересно, это именно как становление нового «я» или возможности куда-то переехать, а вообще, должна сказать, вам захочется жизненного драйва. Но опять же, астрологически, потому что будут к этому и возможности, а главное, желание. Вот желание и возможности по этим первым 2 картам. И этот период не просто даже июня, а как будто доброе время июня открывает вам возможности на 6-8 месяцев. Не упустите. Потому что по аркану Солнца это, с одной стороны, конечно, это где-то наше эго или то, что мы хотим осуществить. Но ведь это радость, счастье, новое качество жизни, оптимизм, приток жизненных сил. До бесконечности можно перечислять. Но, видимо, карта искаженного восприятия. Она говорит о том, что, ну, периодически какой-то червь сомнений может нас так ставить в тупик, и карта говорит: открой глаза, нет для тебя ничего невозможного. И надейся где-то сам на себя. Тут могут быть разного рода идеи выдвигаться, вам что-то будут предлагать, а вам придется разделять зерна от плевел, потому что не всегда по харизматичному лидеру это те люди, которые готовы
буквально какое-то проявлять участие. Да, дельные советы могут дать, вдохновить нас могут, а вот действовать скорее придется самим. События ближайшего будущего, ну, шикарно. Туз кубков, чувство наполненности, счастья, приятных эмоций, любви. Может быть, у кого-то буквально рождение детей, почему нет? Для кого это целесообразно, для кого это входит в планы, ну и соответствует возрасту. Следующая карта, пятерка кубков, она говорит о том, что буквально двери горят. И вот посмотрите, все предыдущие карты, нет закрытых дверей. Ну и понятно, в тузе кубков нет, тут словно полная чаша, еще какие-то новые возможности перед вами открываются. И пусть это даже где-то вопросы дел, оформления, бизнеса, работы, ну чего угодно. Или документы какие-то вы будете согласовывать. Значит, в добрых эмоциях с заходом на июль у вас есть возможности совершить то, что вы себе наметили. Но будьте готовы, что вам придется принимать какие-то альтернативные решения, и я бы сказала даже действия. Вот первая карта, где двери горят, да, как мы сказали. Девушка на втором этаже зовет на помощь. Нам видно на карте сумерки, да, и в помине там никого нет, не на кого надеяться. Надеяться нужно на самих себя. Вот мы об этом уже где-то сказали. Может быть, это одна и та же ситуация, в одной и той же где-то сфере, когда... И если мы говорим про жезлы, дела, работа, бизнес и деньги где-то, да, или откуда вы зарабатываете, откуда к вам приходят деньги. И здесь у нас кубки. Кубки – это где-то эмоции. Так вот, данность, она как будто одна, а эмоции у нас могут быть совершенно разные. Поэтому эмоции не самый лучший подсказчик. Вот в данном случае как страх. Страх искажает реальность, а мы так смотрим со стороны, и хочется сказать, да прыгай ты уже, потому что, ну, не так уж и высоко, ну, шишек ты там набьешь, синяков, ладно, жива останешься, правда? Но она ведь боится почему? Не прыгала она никогда. Вот и вы можете столкнуться с тем, что придется либо заниматься тем, чем вы прежде не занимались, либо внутри вас самих, как, знаете, какой-то стереотип рухнул, и мы можем застрять. И что же делать с этим дальше? Вот я никогда так не поступал, и придется поступать совершенно не так, как вы какую-то привычку к этому имеете. Нет, тут ломка сама по себе каких-то привычек, она у вас точно происходит. Кто знает, может быть, график работы меняется, даже если мы не берем вот так вот глобально. Но для вас ведь это какие-то, посмотрите, возможности новые открываются. Поэтому будьте внимательны. И по части новых возможностей тройка пентаклей – это сдача экзамена, переход на новый уровень. Поэтому, как и июнь, добрый месяц, какой-то знаковый, начинается с карты Солнца, так и июль с карты туз кубков. Может быть, и придется где-то, ну, так это напрячься немножко, я так могу предположить. Но продолжение, зато какое следует. По тройке пентаклей мы можем что-то новое изучать или искать информацию. Кто-то буквально будет сдавать экзамен, может быть, и получать тот или иной документ. Кто-то языки учил, кто-то заканчивает учебное заведение, кто-то просто приобретал навык или как профессию, ремесло. И в конечном итоге эта карта будет говорить, вы что-то изучали не зря. Поэтому будьте внимательны. Может быть, изучали новые технологии, цифровые технологии. Я такое тоже могу допустить для того, чтобы быть более адаптивным в завтрашнем дне. И по этой карте то, что мы учили, мы переводим на другой уровень. Или вот тот вот опыт, знания мы перекладываем как в новую плоскость. И нам это буквально потом отображается с новыми возможностями по финансам. Прекрасное время. К чему же все идет? Выход из лабиринта. Какая-то путаница у вас заканчивается. Опять же, все вот эти лабиринты, все, может быть, где-то тупики, как закрытая дверь, завершается от вашего принятия решения. Хотя я могу допустить, что тут и новость какая-то прозвучит. Может быть, новость от конкретного человека. А вполне вероятно, это средство массовой информации. Вы слышите что-то, и у вас как пазл какой-то в голове складывается. Вы теперь вот это ноу-хау, я теперь знаю, как мне поступить. Вот что-то подобное. И обратите внимание, туз пентаклей. Шикарно. Да, двери закрыты. Ну, а может, так и надо. Для сохранности, мои дорогие стрельцы. Ключи-то ведь в ваших руках. И часто эта карта говорит о помощи высших сил, о том, что словно ангелы вам помогают. Как и в вопросах финансов, кстати. Ну, скажите, это работа одновременно или какие-то ваши личные достижения, когда вы остаетесь довольны. Посмотрите, какие добрые энергии для вас. Ну да, не без сомнений где-то.
не без принятия важных решений. А тут у нас еще и карта любви, поэтому для кого-то сплести в один красивый узор, как и ваши достижения, как и ваши личные амбиции, как и деньги, финансы, так и личную жизнь. Прекрасное время, нечего добавить. Но дипломатия вам будет помогать, даже при решении каких-то спорных вопросов. Давайте мы узнаем, в какой сфере жизни придется принимать. Не говорят, конечно, карты, но это где-то эмоции. И я так думаю, что вот эта карта, 5 кубков, здесь 8 кубков, это когда мы ищем выход из какой-то ситуации. И выход мы находим. Вполне вероятно, альтернативный какой-то выход. Но мы не продолжаем то, что нам уже не интересно. Или то, что нам как бы взамен не откликается. Нет взаимного энергообмена. Это может проигрываться по отношениям. Буквально. Мы уже не ждем того, кто не придет. Или не надеемся на тех, кто нас словно водит за нос. А мы ждем все, когда это там до нас дойдет очередь. Вот здесь нет. Вот от всяких таких больных ситуаций, двойственных, качелеобразных отношений вы выходите. По крайней мере, это ваше твердое намерение будет. Может быть, у кого-то это будет сопряжено как и с документами одновременно. Может быть, это вот эти чувства по части... Это все равно ведь чувства. Если вы свое личное дело, творчество, к примеру, развиваете, или пусть даже ваше ремесло, ваше личное дело, оно не совсем лежит в плоскости работы по звонку, да, потому что это не просто есть какое-то механическое выполнение обязанностей, а когда вы занимаетесь тем, чем вам нравится. А когда мы занимаемся такими делами, то мы думаем не 8 часов в сутках точнее, а мы где-то и на работе думаем, ну, приходим домой и там что-то додумываем. Мыслей будет много. Какая-то аналитика, от нее не уйти. Но это вам дает возможность правильно с чем-то определиться. Но это все равно путь наверх, путь в будущее, путь, по сути дела, к солнцу. Что же уйдет? Вот и пусть уходит. По 10 жезлов тут нечего хранить. Это какая-то многозадачность. Или тот период, когда вы правда надеялись на кого-то. Или ждали. Вам пообещали, допустим, да? Может быть, и должность пообещали. Пообещали помощь или какое-то согласование. И вы ждете. Мне же не сказали нет. А вроде говорили да. Но следом за словами действий не происходит. И вы поставите под сомнение либо правильность слов, либо вообще самого человека, либо ситуацию. Потому что надоело ждать. Вот что уходит. Или надоело участвовать, может быть, в тех вопросах, которые вам, мои дорогие, не приносят никаких бонусов. Вы проработали или выполнили, допустим, какое-то дело или порученный вам проект, а бонусы получает кто-то другой. Или вы вкладывались в конкретного человека, и опять ничего. В ответ нет вот именно этого взаимного энергообмена. И получается у нас, работаем много, а результаты, они лично для нас никакие. И здесь по этой карте нам говорят, вот какое-то время вы явно ждали, что откликнутся люди, как вот этот человек, который бьется буквально в стеклянную дверь, пытаясь привлечь внимание прохожих, а все проходят мимо, и у каждого такой озадаченно задумчивый вид, все на своей волне. Одна только девочка, ребенок, смотрит на взрослого человека и не может понять, чего же это он толкает эту дверь. Ведь эта дверь открывается в другую сторону, нужно только на себя потянуть. И я должна сказать, здесь может как какая-то мечта ваша, может быть мечта даже с детства, с юности, неважно, какой возраст меня смотрит. Вот здесь может быть даже возможность что-то осуществить, а вы как будто теряете время. Вот вы перестанете терять время или включаться в какие-то вопросы, задачи, которые вам не приносят ни вдохновения, ни бонусов. Что же придет? Ну да, какой-то вопрос придется решать. Кстати, захочется что-то сохранить. 4 пентаклей – это карта жадины. И вот думает, да, наша девушка, как это мне... Либо мне уменьшиться в эту дверь войти, либо дверь, может быть, вырастет, но на самом деле ни того и ни другого. Вот вам придется принимать какие-то смелые решения, мои дорогие стрельцы. Смелые, согласно вот этой 5 кубков. Когда вы прежде так не поступали, какие-то инновации, это факт, будут. Или когда метаморфозы в жизни, какие-то неожиданности случаются, и
у нас такая быстрая перезагрузка, когда даже меняется наше мировоззрение. И вам придется, сродни вот этой карты, это ведь придется, да, что придет, уходит вот эта многозадачность, а приходит тот вопрос, который нужно решить альтернативно, по-другому. Его придется поставить несколько иначе. И если мы посмотрим на эту карту, совершенно очевидно. Ведь эта девушка задумалась, как это мне уменьшиться или подождать, пока дверь вырастет. А по сути-то ведь ей нужно за этот забор. Если мы посмотрим, да, перемахни ты его, и будешь там. Вот вам сродни, как советует эта карта, что-то придется совершить. Себя как будто сохранить и оказаться в каком-то месте конкретном. Или, может быть, на должности. А может быть, это будет связано и с переездом. Вот давайте по части поездок, и мы посмотрим. Что-то фильтровать вы будете. Кто-то будет искать конкретно место своего пребывания. 7 жезлов. Это мы только решаем. Откроем мы перед кем-то двери или закроем. Иносказательно человек камнем задвигает грот. Явно, что там в гроте. Либо, может быть, это его место, и он какое-то время там находится. А может быть, там его сокровище, кто знает. Но на сохранение себя и вот в каком-то месте оказаться для вас будет тоже важно. Но при этом не замечтаться, потому что по 7 жезлов это на нас пытаются воздействовать, чтобы мы с чем-то согласились. Или сказали кому-то «да». Это сродни вот 10 жезлов. Она где-то начинается с 7. Потому что, может, духа не хватило. Может, наоборот, духа хватило, и вы почувствовали в этот момент, когда слышите какое-то предложение, что да, у меня это получится, я могу. И мы упускаем из виду такой важный факт. А нам-то за это что будет? Или, а для меня вот эти контакты, этот человек или этот проект, каков он будет? Как для меня со знаком плюс он проиграется? Вот мы часто про это забываем. А если вот особенно на энергиях, а у вас харизматичный лидер, здесь могут вас где-то увлекать в разного рода проекты, потому что стрельцы могут все. И ваша основная сила – это жизненная сила, ваш оптимизм, ваша где-то яркая натура. И вы привлекаете к себе вот именно за счет оптимизма людей. И вам может показаться, я ж вроде ничего такого не делаю, а харизматика ваша. И ее можно применить во многих областях. Поэтому вам кто-то с таким тонким расчетом может что-то предложить, потому что это выгодно ему. Но если вы задумаетесь, совершенно неинтересно вам. И кто знает, может быть, вы пересмотрите многие направления, куда вы прежде допускали, что могу поехать или могу участвовать в каком-то деле. Или для кого-то из вас совершенно необходимо будет переехать, потому что к этому вынуждает обстановка. Я такое тоже могу допустить, потому что смотрят меня люди из разных стран, и если действительно вы находитесь на территории, где опасно, это вам нужно себя буквально самого спасать. И тогда придется вот такие важные решения. Просто взял и перемахнул, и кто знает, может быть, это быстрые какие-то решения. Но здесь все на самосохранение. Или не торопись откликаться на какие-то чужие просьбы. Думай в первую очередь за себя. Как ты и будешь действовать, но и не надейся где-то на людей, потому что правильнее было бы задать себе вопрос такой: а если что-то пойдет не так? Или сложится, не такая обстановка, как я где-то предполагаю, или как мне обещают мои действия? Что я буду делать? И вот чего не хочу, чтобы в моей жизни повторилось, наверное, тоже стоит задать, и тогда палитра реальности, она у вас будет как на ладони. Примите это к сведению. Ваши достижения. Все то, что я говорила. Что-то может выглядеть красиво, или обещаться даже вам может, а по факту один на один с каким-то вопросом можете остаться. Но вот если вы начнете анализировать на ваши достижения, как будто вам нужно определиться. Есть, конечно, иллюзорность по этой карте, когда ваша сила, вы ее можете прочувствовать июнь-июль по максимуму. Где-то это будет и в эмоциях, эмоционально, да, но также это будет и физическая ваша активность. Карта Солнца. Многое могу, вот как будто и горы бы перевернул. Но, наверное, горы оставьте.
Здесь, правда, есть те темы, которые касаются именно вашего благополучия и праздника жизни, хочется сказать. Выход из лабиринта. Вот центральные карты, к чему все идет. Значит, какая-то путаница должна не только закончиться, но мы себя в нее и еще раз вергнуть точно не должны. И по тузу Пентаклей, вот как эта женщина, которая нам улыбающаяся смотрит с картой, у нее все рассчитано, подсчитано. Если нужно, то и двери закрыты, но ключи в ваших руках. Вот, мои дорогие, стремитесь к тому, чтобы была конкретика раз, а ключи были в ваших руках. И это на сферу как и достижений, так и перемещений. Контролируйте, что происходит вокруг и на кого вы можете положиться. К чему все идет или что будет дальше. А вот смотрите, нам показан маг-волшебник, туз жезлов. От взмаха рук открываются двери. Он как будто парольное слово знает. И вот, наверное, если мы рассматриваем как уже туда на август, от ваших правильных каких-то выводов, действий, решений, решимости будут открываться какие-то двери. Вы словно свою силу увеличиваете. И у вас как и туз кубков выпал, как и туз пентаклей. Так, и одновременно у вас выпадает и туз мечей. Посмотрите, все 4 туза. Тут вам что-то по судьбе. Вам действительно высшие силы помогают. Не только июнь-июль, а еще какое-то доброе продолжение следует. Когда все двери открыты для мага, волшебника, нет ничего невозможного. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые стрельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.